наконец-то я дошла до видео. Спустя неделю налипа уже немножко отдохнувшая, загоревшая, слегка пухнувшая и отдохнувшая. Вот, сейчас я вам расскажу немножко про остров. Остров уникальный, удивительный в своем роде. Считается номер один в Таиланде. Но мы со многими друзьями считаем, что мы номер один в мире. Условия на это несколько фактов. Ну, климат это один из лучших, красота тоже туда же. Еще хотела бы уделить внимание гастрономической части. Здесь много гастроэмигрантов, например, дают невероятную Италию. А еще здесь один из самых вкусных чизкейков в мире. А еще, как вчера выяснилось, здесь самый вкусный тирамису, который пробовался. Еще из десертов здесь вкусный у нас получается крем-брюле. Вот. Обзор по ресторанам сделаем позже. Сейчас пока хочу еще раз рассказать про остров и свою историю, связанную с ним. Попала я на него в 2011 году. Совершенно случайно мои друзья куда раньше его открыли, и в 2011 году приехали сюда. С той поры я приезжаю сюда каждый... Раньше это было 3 раза порядка в год, ноябрь, Новый год и март. Разбивалась зима таким образом. Сейчас после ковида 3,5 года я не была. Многое изменилось, многое ушло, уже нет тех людей, с которыми какая-то эпоха была связана. Вот. Но все равно осталась атмосфера и куча знакомых. Все так же приятно, такой же невероятно белый песок по структуре, как крахмал или как снег, как угодно. Вот. Всегда лазурное море, всегда отливы, приливы, и у тебя есть место для купания, снорклинг, невероятная рыбалка. Все это будет в этом ролике. Сейчас мы едем на Адам, подниматься на вершину, это порядка 600 метров. Вот достаточно непростой, я его проходила 3,5 года назад. Сейчас посмотрим, что изменилось с самочувствием, со здоровьем. Ну и, конечно же, вы увидите невероятные виды из коптера, живем с соседнего острова, с острова Адам. По гастрономии, наверное, я бы хотела поделить на 2 части. Гастрономия тайской кухни, которую я одной из лучших, в том числе не считаю, и гастрономия так называемая гастроэмигрантская. По гастроэмигрантской в основном это, безусловно, же Италия. Италия, несколько итальянских ресторанов. Сделаем с вами обзоры по ним. Мне кажется, один из лучших все-таки Лауна. Вот. Вот на протяжении 11 лет лучшие равиоли, лучшая паста, замечательная пицца, все чисто, аккуратно, стильно, голодно. И есть еще несколько ресторанов, которые такого высокого гастроуровня, европейские и испанские, The Box и Serendipity, там, где получается у нас фьюжн, где самый вкусный чизкейк. Вообще остров очень интересный. С точки зрения, почему я сюда приезжаю, потому что мне не нужно выверять. Я знаю, что я получу гарантированно всегда прекрасное море, прекрасную картинку, неважно какая погода. Я получу отличную еду, я получу все гарантированное. Мне не нужно опыт пробовать, искать, размещаться, менять жилье. В общем, если ты можешь гарантированно живешь отпуск в своей жизни, но опять же, если ты соответствуешь, захотел
невероятно мальдивские космические цены. Но при этом смотрите, какая красота. Это потрясающе. Что касается пляжей, то, безусловно, на Паттайе песок лучше. У него совсем мелкодисперсная структура. А вот здесь, на Санрайзе, песок тоже такой. Сейчас у нас тут бизнес с местными таксистами. Нам нужно обратно 300 метров. Мне кажется, люди, побывав в таких местах, становятся лучше, потому что красота делается невероятной. А если на это накладываются какие-то рецепторные вещи, это усиливает хорошо. Я на самом деле сюда вернулась из-за чизкейка. Многие считают, что это признак неплодности, но мне кажется, это прекрасная неплодность. Возможно, варианты неплодности. Начинается коса знаменитая. Сейчас ее намыла, мы ее увидим немножко другого ракурса. Но сейчас есть вот оттуда. Вот оттуда. Вот сразу перед нами сосновая роща. Раньше такая была на косе, но ее из-за отеля не срубали. Здесь живут туканы, здесь очень интересный запах. То есть такой санаторий получается хвойный, но в тропических условиях. Коса прекрасная здесь имеется. Мы едем отдыхать, подниматься, плавать, получать новые ощущения. Ну вот чувак уплывает, нас высадил. Вот там Кулипы перед нами. Получается Аданг. Тоже у него здесь такая интересная большая коса намыта. В общем, сюда можно приплывать, здесь проводить день. Ребята вон там с палатками живут. В палатках, вернее. По сравнению с Липой, здесь практически необитаемый остров. Но он входит в архипелаг Туратау, в том числе. Вот. Есть какой-то отельчик. В общем, здесь прикольно уединиться. И вот эта возможность для таких испытаний, активностей. Она прям здесь гарантированно, потому что на Липе, ну, большая очень застройка. За последние годы все застроили практически. Да, есть заброшка, есть там помойки, есть местные, как живут. Очень скромно. Есть нескромно живут. Короче, вот смотрите. Красота. Ребята здесь с палатками. Навесы такие интересные. Получается такая сосновая чаща. Тень. Целый палаточный городок. Женя не знала, где ему как быть. Оказывается, здесь и было, а он уезжает. Зато будет знать, как в следующий раз. Слушайте, ну вот смотрите, грибы местные. Интересно. Они такие очень сухие, очень драй. На коряге. Вот видите, можно и здесь грибов насобирать. Пишите в комментариях, кто знает, что это за грибы. А мы пойдем дальше искать приключений. А вот подснежники практически. Интересно, как. Вот такие еще цветочки. Это похоже на орхидеи. Да, это скорее всего. А может, колокольчики. Шишечки маленькие. Муравьишки. Такие вот тут шишки. По ним, конечно, ходить неудобно. Муравейки везде. Мальки. Смотрите, какие сосны вообще. Высоченные. Блин, тут какая-то, получается,
Первый раз вижу, наверное, недавно поставили на Аданге памятник какому-то полководцу тайскому. Какому непонятно. Кстати, вот что-то связано с Великой Второй мировой, скорее всего. Знаем в местном музее. Так вот, джунгли здесь. Женька там. Темно. Прошли, наверное, первые 50 метров. Так уже все помокрело. Вот. А там еще далеко. В общем, первый отсек прошли. Вон уже видно первые какие-то виды. Вот. И сейчас начинается еще круче подъем. Уже полностью под солнцем до второго вьюпоинта. Ой, ребят, блин, это очень тяжело. Еще бросок до вьюпоинта среднего. Еще, конечно, сердце выскакивает, в уши долбит, голову печет. Сейчас посижу, ветерок, водичка и дальше наверх. Чуть-чуть осталось. Приходится подниматься вот практически по вот такой вот лаве, по камням. Все вздыхают, но в принципе уже вон видите какой вид. Сейчас предстоит не менее тяжелый спуск. Вот. Туда, откуда люди идут. Скорее всего, придется на 5-й точке, потому что сланцы скользят. А не хочется никаких травм. Только ты, песок и море. Все это есть на Липе. Нет толку туристов. Нет, их, конечно, можно найти. Но так, чтобы уединяться. Смотрите. Это же счастье полное. Ну, в принципе, все. По 100 бат мы едем обратно. Все сделали, покупались. Показали вам этот прекрасный остров Адан. Вот. Едем дальше на Липе. Делать рейтинг блюд и рейтинг. Не это ли прекрасно? Это же вообще восхитительно. Смотрите, какая вода. Смотрите, какой белый песок. Приплыли мы на Санрайз и идем на Лондон-стрит. Видите, какая красота, я не могу поделиться. Сейчас будем проходить мимо школы. Курицкая средняя школа. Над Даманским морем детишки играют. Вот само здание, стадион. Конечно, негазонная трава. Банк, Хуадан, Скул.
тоже снимает, видите, параллельные выпуски с разной подачей. В общем, идем через деревеньку на Уокинг-стрит. Можно посмотреть. Вышка какая-то. Какая, смотрите, сосна красивая, типа. Не знаю, выйдем, не выйдем. Дети бегают, я не знаю. Hello. Thank you. Дети нам показывают, как выйти. Hello. How are you? Yes. Yes. What is your name? Yes. Yes. Все ест, все БХСС. Смешные. Короче, выходим мы на Уокинг-стрит. Примыкающая улица. Но тут в основном живут местные. Вон где Pacific Dishes, капитан Кукс. Вот еще улочка. Давненько я тут не ходила. Ну, конечно, мы тут сюда за морем в основном приезжаем. Ну, или ходим по тем заведениям, которые знаем. Ну, можно пробовать что-нибудь новое. Не хочется, тебе правда, строят новые заведения. Еще строят новое заведение. А вот и барбершоп. Ты искал, кстати. Вот надо было куда-то сюда идти. Да. Наверное, за 2-3 сотки, но постригли бы гораздо лучше. Жизнь кипит. Big Game Fishing. Столько фишингов развелось вообще. Hello. Hello. Can we be on the movie, please? Чё, цветочки. Good. Цветочки, вот пальма, банановая. Какие цветочки красивые. К 8 марта, пожалуйста. Вот. Ну что, чистая, ухоженная деревенька. Скромно. Вон, смотрите, какие цветы. Пожалуйста. Также. А вот бескорневые. Мне кажется, надо немножко зацепить каких-нибудь цветов. А вот вообще потрясающие какие цветы. Невероятные. Но пахнет вот почему-то табаком. Табаком? Ну, а это, вот я еще не знаю, смотрите, какой какие. Как все красиво-то. Как все-таки мы любим все красивое. В общем, смотрите, тут там сушилка, как они живут. Аккуратненько постирали, сушатся. Вот там еще, ну, кстати, бананы растут. Вот тоже детские вещички. Вот еще. Самое ужасное, что они живут под вышкой. Очень полезно. Но земли мало, земля очень дорогая. Очень дорогая земля. И многие дешевые резортики, которые были, они все обогащены капитализмом. В основном это китайцы. Есть и интернациональные какие-то отели, вот как у нашего друга Санпита. Там тайцы, Бельгия и Германия. Не знаю, просто сейчас отель, но он, видимо, существует, судя по активностям в лентах. Приезжают, им нравится, они здесь открывают бизнесы. И таких примеров немало. Кто-то уже закрыл, уехал, наелся островной жизнью. Кто-то вот как Джессика с элефантом, она до сих пор. В общем, своего рода здесь какое-то место силы для многих. Кстати, вот рыночек. Что у нас тут продается интересное. What is this? Какой-то интересный орех. Кстати, вот это очень вкусная трава. Да? Кейл. Вот здесь, смотрите, мини-лампы. Голландгал, чеснок, шалот. Вот шалот.
А, нет, вот балангал. Балангал. Вот листья кефира, это для туньяна. Какие-то анчоусы жареные. Вот это вот, мне кажется, гигантская бамия. Бакчой. Даже не знаю, что это такое. Зеленая папайя для салата, зеленая манго. Еще такой вот рыночек. Chicken noodle называется. Представляете, как вкусно пахнет. It's beef? Beef, Beef chicken. It's для лапши, для лапши. Смотрите, какие супы. И мне кажется, нам надо здесь попробовать что-то. У них лапша какая хочешь. Интересная, кстати. Вот это вот Clean Food Good Test. Это местный Мишлен. Очень интересное местечко. Запах говорит сам за себя. Все-таки решила я попробовать этот чикен суп. Вот мне сейчас его готовят. Сейчас вот рисовую лапшу заваривают. Такие чикен мит. Волосы. Посмотрим, что это за местное такое фобо. Попросила спайс. Интересно, насколько будет спайс. Сейчас проверим. Вот, тазик достали. Тазик достали. Угу. Росточков туда немножко ошпарить. Видимо, вообще нормально. Ну, это, конечно, спайси. Так, это, я так понимаю, EMG. Еще чего-то. Короче, лапка вот. Кто про что? Вот так это все эффектно теперь выглядит. Бульон. Посмотрим, что за бульон это. Я так понимаю, там соус, поэтому такой цвет. Друзья, ну вот не смогла я пройти мимо этой прекрасной бульонной, в общем, лапшичной, вернее. Вот у меня вот такой вот тазик здесь с лапшой, бульоном, ножками, лапками, коллагеном, в общем. Сейчас попробую, скажу. Ну, пока на вид, мне кажется, это некое такое, может быть, фубо. А вот, кстати, есть еще чили, можно добавить. Ну да, это прям фубо тайского разлива, что в принципе тоже неплохо, да, понимать, что будучи в Таиланде ты можешь наследие вьетнамской кухни попробовать. Так что такое вот многообразие и разнообразие. Сейчас мы пойдем в самый лучший, на мой взгляд, тайский ресторан с точки зрения еды, качества и обслуживания. Танков называется. Здесь находится, кстати, напротив входа со стороны Санрайза на Кулипа и ориентир 7-Eleven. Пойдем сюда. Вся тайская еда здесь очень вкусная, особенно пананг карри. Мы с вами обязательно придем сюда попробовать. В общем, с 2007 года этот ресторан. Я даже позже стала приезжать. В общем, придем попозже. Топовое местечко. Будете обязательно.
Жора сегодня у нас в знаменитом и самом лучшем ресторане Калипы Лалуни. Сейчас он будет есть топчик равиоли формаджо, то есть 4 сыра. Не знаю, мне кажется, это лучшие равиоли в мире. Давай, Жора, попробуй. Какие-то маленькие коврики в соусе. Это очень сырно. А это очень сырно. И сливочно. Мы на Лукин-стрит возле легендарного элефанта. Хозяйка Джессика, американка, лет 12 назад она приехала, открыла здесь бизнес. У меня несколько успешных проектов. Когда-то это назывался бар. Смотрите, лонгтейла лодки, барная стойка. Играет бенд вечером. Раньше здесь играла знаменитая группа Банана Бенд. Мы были вообще лютыми фанатками. У нас есть даже футболки Банана Бенд. Здесь сейчас нет, может быть, вечером мы ее увидим. Много здесь вечеров проведено, ни одно день рождения справлено. Ну, в общем, легендарное такое крутое место. Очень вкусные здесь бургеры, особенно которые с авокадо идут. И хорошие качественные завтраки. Полностью легальный бизнес, все по чекам, все аккуратно. В общем, Джессика сама юристка, поэтому все очень. Идем дальше. Народу полное кафе с утра до вечера. С утра до вечера полная посадка. Это говорит о качестве 100% и об атмосфере. Да, это не чип прайс с точки зрения, если там ты совсем бюджетный путешественник. Ага. Но место легендарное. Я... Еще был у нас такой здесь бар Peace and Love назывался, Мир и любовь. На пляже сделан из кореньев, причем из чего попало. Ну-ка. Раньше его вроде бы переносили. Кстати, обратите внимание. Да, Cannabis Hotel. Sweet Dream Coffee Shop. Вглубь острова, не знаю, что там с этими барами осталось, потому что вся, конечно, барная движуха, хочется с видом на море, на закат, чтобы можно пойти ножки там помочить, я не знаю, даже искупаться в любое время суток. Вечером, ночью совершенно безопасно здесь купаться, потому что очень хорошее дно, никаких стекол, мягенький песочек. Идеально. Вот, кстати, еще одно заведение. Но мы туда не ходим, мы просто наблюдаем. Просто снимем довольных покупателей. То есть вот так вот делаем еще. Ага. Как мало людям нужно для счастья. Все счастливые. Опа. Эх, не смотрится. А, во. Оп. Оп. Мы как в музее. Музей, да, это храм. Там вот есть комнатка, чтобы позависать. А, даже смотри, тут сад свой у них. Да-да-да, тут можно хорошо Слушай, позависать. так тут прям кафе полноценное. Кафе-шоп. Вот смотри, еще стены стали. На ней повесят наши имена. Но сейчас грустная история, как уходит эпоха. Вот то, что осталось от Blue Tribes, вернее, то, что ничего не осталось. Строят какой-то большой, дорогой, наверное, 5-звездочный отель. Вот. А здесь мы провели столько прекрасных дней, вообще кучу народу. Жалко, конечно. Сейчас ждем закат. В общем, идем в Бунхаю есть крем-брюле. Слушайте, ну самый топ, конечно, на тайской кухне это жареный рис с чем-либо. Я вот с морепродуктами очень люблю. Многие с курицей. Можно просто с овощами, как у Жени. А сегодня я решила попробовать том-ям жареный рис.
То есть предполагаю, что там будет вся вот эта вот вкусовая томьямовская выдержка сконцентрирована, но судя по цвету уже сконцентрирована там. Короче, я пробую. Даже креветочки немножко зацеплю. Прям открытие для меня, потому что у тебя даже волокна галангала я чувствую. Я так понимаю, они в рецептуре как-то расструктуризированы, разволокнены. И, в общем, это можно даже подумать, как сделать по этому поводу мастер-класс. Это очень круто. Женя будет пробовать лучше крем-брюле, то, что я пробовала. Люди, которые бывали в Париже, сказали, что да, ты в Париже в этот момент находишься. Ну, оно уже хрустящее. Мы пробовали уже похоже на... Мы так и не смогли понять, на что похоже, но очень вкусное. А это в этот раз горячее, да? Такое зажаренное. Это ж петушки. Слушай, это корочка, это прям петушки. Карамель. Внутри это просто безумно нежная консистенция. Сливочная. Перемешку вот с глазурью сахарной. Да, это классно, это тоже классно по-своему. Та была классная по-своему, это классная по-своему. Та была более сливочная, а это такое, как даже непонятно, как омлетик сладкий, да? Так тут, наверное, есть яйцо, да, в составе? Желток. Точно. Знаменитые хулипские закаты. Сейчас зашла в аптеку, вот посмотрите, как у них тут все устроено. В основном это средства от загара, после загара, для загара, какая-то парафармацевтика. Кстати, они мне совершенно спокойно предложили вот Максиклав, антибиотик. Вот, это я марки покупаю. Короче, все вот такое в основном. Но люди болеют, приходят. Они, кстати, рекомендуют, если что, по симптоматике, какие назначения. Ну, так. В основном, конечно, парацетамол предлагают. Что тут у нас из таких вот? В общем, как обычно, все. Желудок, простуда. Вот, кстати, интересная полка вот со всеми этими мазилками. Их надо будет купить. Маски, растиралки. Вот, кстати, вот это вот большой-большой ассортимент мазилок. От спины, алоэ вера. Даже, кстати, надпись аптека на русском языке. В общем, смотрите, что возле Акиры происходит. Как прилив подошел. Здесь вот столики. Вот. Вода. Очень романтично, кстати. А завтра эта вода уйдет, я не знаю, на сколько метров. Надо посмотреть где-то статистически. Ну, мне еще чуть-чуть осталось до своей деревеньки. Слушайте, ну это прям целая история с чизкейком. В общем, я пришла, ничего не готово. И пришлось 2 часа ждать, пока у них, видимо, он дойдет. Вот он с пылу с жару. Смотрите, какая там структура получается этого пирога замечательного. Сейчас я пробую. На самом деле я пробовала, это я для вас еще раз. Такая, это не Филадельфия, это явно вот их какой-то уникальный местный сыр, из которого они делают. Получается вот такая вот кремово-нежно-ванильная текстура с
некой такой прям микро-микрозерненностью. И вот тут кремовый цвет, это, видимо, потому что все-таки буйволиное молоко используется. И немножечко как-то оно подтапливается, может быть, на более низких температурах. Но это мои предположения. Не знаю, кто знает там историю с чизкейками, пишите, что думаете по этому поводу. Ребят, тут встретила соотечественников из Сочи, из Москвы, откуда угодно, и угостила их чизкейком. Да. Вот, сейчас они вам расскажут, как это все было. Нет, ребят, ну это действительно, как Юля сказала, что его готовят из какого-то оригинального сыра, так сказать, не промышленного. А они мне сегодня рецептуру обещали дать. Да, и он Короче, сливают все нежнейший. рецепторы, тут ты его не дашь. Этот вкус не описать, это лучший. Юля права на 180-90. Надо прилетать на Коле обязательно. %. Она... За этим чизкейком. Андрюх, Ребят, ничего вкуснее, вот вкуснее чизкейка вот этого вот не было. Ну вот, а я вам про что? Спасибо, Юля, что ты вот прям вот вообще шикарно. взорвала. На 8 марта Перевернула вообще все. такой чизкейк.